Итак, друзья, всем привет! Вы на канале BioStream, с вами Михаил. Продолжаем мое прохождение Assassin's Creed Odyssey. У нас 11-й стрим прохождения. Приятного просмотра и хорошего вам дня. А мы начинаем, открываем утро, точнее, по стриму. Так, и мы вчера закончили на том, что нам где-то надо Гиппократа найти. В лечебнице находится в Арголиде. Где-то будем искать. Где-то вот здесь вот он получается к югу от Кровавого Оракула, а лечебница вообще находится на северо-восточной части города. Это где-то здесь. В общем-то, ну вот как-то так. Да, добро пожаловать всем. Располагайтесь, будем просыпаться с вами. Хорошего вам дня. Уже наемничек какой-то. Я честно, я даже тут в недоумении на самом деле, где это находится. На восток справа, части города. А еще северо-восток. Ну, север конкретно там. Я думаю, что он где-то на побережье должен находиться. Че, идет что ли? Сразу прямо вот так вот. Я уж честно, я не понимаю, как он меня выслеживает. Ну, по идее, ты меня и видеть ты не должен. Ту-туру-ту-туру-ту-туру-ту-туру-ту-ту. Давай искать. На самом деле у нас очень много еще дел здесь предстоит сделать. Один культ космоса искать, сколько нам понадобится по времени. Так, ну и где у вас лечебница-то? Как будто вообще не про них, да? Вот он. Ну что, поехали. Орел мой. Ну что, говорит, поехали. А во. Вот это очень важно. Бронзовая булава. Буду осторожен. Да что ж такое-то? Сори. Элла, да. Че вечно какое-то волнение, блин, стрим врубаешь и волнение какое-то. Как будто первый год замужем. Ну давай. Элла. Вперед. Ну, крылья распусти. Таратан, таран. О, да Ричард, здравствуй, дружище, здравствуй, добро пожаловать. Располагайся. Как оно, да Ричард? Да, с тобой-то мы не виделись давненько. Как твои дела, друг? Лечебница. Кстати, вчера Мишаня это самое подсказал игрушку, там стратегию. Она вышла недавно. Какой-то ром. Что-то там Рим, короче. Я запрос разработчикам послал. Опять это Touch Nording, походу, разработчик игры. Может быть, одобрят. Может быть, дадут, так что будет новиночка. По крайней мере, я надеюсь. Да потихонечку вроде. Работаем. Понял. Да, дело такое. Легкая работа там вам.
Так, ну мы с вами, смотри-ка, не нашли. Афинский правитель. К северо-восточной части города Аргоса. А я только что к Аргосу. Вот он, Аргос. Да что ж ты, блин. Кашель какой-то непонятный. Сидел все утро, нормально, нормально. Спасибо. Да, я тут тоже, видишь, отболел. Завтра сын пойдет, наверное, выписываться. Тоже отболели. Теща у нас заболела вчера. То же самое, говорит, синдром, говорит, руки... поясница, говорит, и ноги, говорит, ломит. Вот вообще какая-то... Не знаю. Сказать, что это какой-то вирус... Да, возможно. Но как-то без кашля, без соплей, без каких-то синдромов, видишь... Непонятно, что это тогда за вирус. Вот, я сейчас Аргоса, да? В восточной части. Вот его занесло-то. Вот, так что поэтому потихоньку, маленько тоже сил восстанавливаем. Сейчас сходим в режим. Нам надо Darkest Dungeons закрыть игру тоже. Там чуть осталось. Как бы смысла я не вижу там бегать. Бывают разные. Главное, чтобы не ковид. Не-не-не, я сдавал тесты, нет. У меня все с этим как бы... Тьфу-тьфу. Ну, нормуль. Тьма. Вечная подруга. Сын сходил, главное, у него там говорят, да у тебя вообще ничего нет, там просто простуда. Принимайте жаропонижающее и все. Я пошел, мне там напихали всяких палочек. Такой открою рот, нос такой. Тесты придут, я понял. Как-то вот так. Не, просто, как правило, это самое... Ты болеешь, ну, когда простываешь, температура у тебя там, да, ты болеешь, прям у тебя озноб, понятное дело, какой-то синдром там, кашель там, насморка там, к примеру. А тут вообще ничего такого, просто ломит и все, температура, и ломит ноги. Так, давай предположим, а где у нас, смотри, у нас здесь город, да? То ли я уже куда-то далековато? Так, это у нас резня крепость. Терефин. Лечебница находится на северо-восточной части города Аргос. Это Аргос? Это Герион Аргоса. Потеряла Гиппократа это. Блин. Куда-то он запасился. Ореликом летать? Да я тоже навряд ли найду ореликом. Тут я был вчера. Пара-па-пам. Баргалите. Арголита. Ну давай, ладно, сюда сходим. Посмотрим, хотя бы откроем, что это за крепость. Приблизительно. Я типа серьезно, прям догадок нету. Поживее! О! Найдешь. О, он крылья открыл. Первый раз увидел. Найдешь, да. Так, вирусинки бывают разные. Главное, чтобы... Ну это... Тихо. Тихо. Давай, вперед! Тихо!
Ну, типа, да, я тоже так думаю. Мы, вон, с тещей чай, лимон. Этот, как его? Терафлюшечка. Пилюльки жаропонижающие. И вроде нормально. Потеется, как бы, и полегче. По легенде, его построили сами циклопы. Циклопы. Убей капитана, убей полимарх. Тут искать. Нужно действовать осторожно. Подожди, мне как бы вообще пока сюда, наверное, бессмысленно, да, заходить в крепость Риф. Довольно-таки обширная крепость. О, вчера еще капицо какой-то нашел. Больше жидкости пить и все будет хорошо. Опа. Да-да-да. Я что самое интересное, после, ну, пока там Давай. вот приболел, мне не было 3-4 дня. Пил чай с лимоном, активно сок пил. Сейчас, к примеру, если я кофе пью, вообще какую-то, знаешь, безвкусный кофе. Не знаю почему, ну, я прям не ощущаю ни крепости кофе. Ничего такого. Давай. Для меня даже чай иной раз крепче становится. Да. Ты слышал, да, Ричард, новость такое, что это Microsoft выкупила Activision Blizzard. Компанию с ее проектами игровыми. Значит, его надо лепить, а есть меньше, чем Линк, больше, чем... Ложками, да? Достал банку там Джака Яковса и давай его, да, нем-немкать. Не, ну а чё нет-то? Мне кажется, или слишком ярко. По идее, какая-то ночь, а у меня прям... Что-то такое слышал. Немножечко потемнее. Что-то такое слышал. Ну, это я пока это самое лежал... ящик смотрел, смотреть нечего. Залез в интернет, а там мох, какая новость. Вопрос только в том, что будет лучше или хуже, да? Не, ну это гавань, ну город вон передо мной. А вон мой этот конь вороной пошел. Фига себе, он уже курки какие-то прям сальто делает. Но это вообще не восток, это я на западе. Восток, возможно, вот это. Хотя тоже как-то сомнительно. Сейчас, да, немножко беготни и начнем квесты какие-то выполнять. Сейчас только этого Гиппократа найду. Филипп, стой. Вот куда он мне пошел? Во. Вроде теперь он будет падать без урона для себя с любой высоты. А, это то, что копье Леонида, видимо, я качнул, да? Вчера, кстати, ну, тебя не было, да? Я как бы тоже стрим проводил. Вкачала копье. По-моему, до 3-го, да, стало. Ну, плюс там еще культиста убил.
Хотя долго довольно-таки с ним возился. Там мало того, что культист, плюс еще этот наемник приходит с собакой, а у него такой лук хороший. Уф. Бомбило. Вроде будет падать с большой высоты. Но, по крайней мере, уже с таких небольших высот он делает какой-то сальто и не разбивается. Плюс нам надо, я помню, кожи, дерево. Так, город. Что-то поковырялся в Donation Alerts. Теперь это под каждым сообщением выплывает. О, дерево, его, да? Красиво. Это святилище, это тоже не то. Святилище Асклепия, бога медицины. Лучше верить лечение целителю, а не богу. Бога медицины, возможно, где-то рядом. Так, синхронизируем. Да внушительно прям звуковое сопровождение, безусловно. Еще одно быстрое перемещение. Ну, теперь давай смотреть. Долина снов. Гора Кафиров. Так, воронки Геракла. Скала Сцилла. Царство что-то Надежда. Это долина снов. Ну, северо-восточной части города. Блин, вот я вчера смотрел, если так брать, восток, то где-то посередине здесь. Северо-восток где-то здесь. О-о-о-о. Лечебница. Может быть, вот это вот рядом стоит? Мне что-то чих хочет напасть. Чих, не нападай. Не надо. Ну, это реально, это лечебница. Сейчас мы тебя найдем. Может, тут типа уже все усопшее? Пока никто не видит. Ты? Ты похож. Поговори со мной. Не, они как будто все на одно лицо. Так, а здесь? Мне звуковое сопровождение больше понравилось с Волгалли, чем в Одиссее. Особенно эта композиция Рифнсмрл, The Words of the Raven. Вальгалия. Ну, Вальгалу я не играл, возможно, еще и мы наслушаемся. Стой. Стой, ты. Мужики, Гиппократа потерял. А у них это самое...
заметь, прям из части в части. Вот ты играешь, заходишь. Вроде и там было классно, а тут заходишь, а тут еще лучше. Ну и так далее по сериям. Блин, где он есть? Может, его как раз таки здесь? Это гостевой дом. Лучше не лезть в бой и действовать незаметно. Ой, извините, извините. Я все равно догоню. Сначала капитанчика, да? Мужики, давай по очереди. Ну, типа, хорошо я зашел. Вообще гостеприимно, самое главное, да? Тихо. О, Максимилиан, здравствуй. Добро пожаловать. Смотрю, снова решил нас с Одиссей порадовать. Ну, надо бы пройти, а почему бы нет? Располагайся, там все дела. Ищем пока Гиппократа. Опа. Наемник с пёселем приперся. Ладно. Афинский линоторакс. Тебе конец, тварь. Все, нормально. Нормально. Гостевой дом зачищен. Теперь только где этот Гиппократ-то? Пришел. Ну, раз тут его нету, значит, где-то лечебница, может быть, строится, типа того. Опасно, опасно. Ты нет. Нет, не ты, точно не ты. Я там монеты спер у тебя, друг. Чуть-чуть. Святилище, святилище врачевания, да? Может, какие-то восклицательные знаки? Или как они, вопросительные? Стой. Долина снов.
Я имею в виду вот эти вот, по этим знакам, может быть, ходить. Не, ну, типа, серьезно, прям. Куда его там запрятали? Пошел. Да это вообще незаметно у меня в темноте, ага. Фосфором светится. Гиппократу помощник должен отправить. Слушай, вот это хорошая идея. Ты мне сейчас напомнил квест. Знаешь какой? Вот эту шкатулку надо отдать. Посылка Алквиада. Доставить предводителю Корифиния. Сейчас я открою последний, да уйду отсюда. Урон охотника нет. Это все мне не нужно. Я аж совсем забыл про этот квест. Не, а как, подожди, посыльный должен, да, к нему? Если прям написано, что он находится в какой-то там части города, короче, в лечебнице. Ну, то есть я все равно его визуально ты должен видеть. Все, погрейся пока. Во, пришвартовался. Хорош. Хорош. Да, тогда сейчас посылку и куда-нибудь по другим там пойдем. По хозяйству сделаем какие-нибудь квесты. А то что-то как-то целый стрим бегать и гонять и искать его. Может быть, я и правда его всего не найду. Ой, дай. Культиста квест? Хорошо. Хорошо. Мне бы только вспомнить, у какой-то, смотри, Атлантиды, задание Атлантиды, хранитель, но это 41. Пора приступить к выполнению задачи. Приди ко мне, дай обед. Подождет эта Атлантида, она и так уже, небось, утонула. Вот, собери что-то, собери. Короче, ладно, Корифиния. Корифиния, как она? Вот она. Коринфия. Предводителю, да? Где же он там? Предводитель. Неизвестный предводитель. Дом предводителя. Пойду сейчас в этот дом предводителя. Оккультистов лучше сразу всех открыть. Ну там какие-то открыты у меня, какие-то нет еще. Как-то, знаешь, особого значения не придаю я им. Ну, есть и есть по сюжету там или по квесту. Пойду там, подерусь. Попробую найти укрытие. Тут типа за всех сразу-то браться, это с ума сойти. А чё это ты? Подожди. Ты кто? Тихо. Стоять.
Сразу всех не открыть. Это что это такое-то? Сами боги хранят тебя. Могучий боец спал. Он просто вот так идет. Меня зацепило. Оккультист лучше раз всех открыть. Который доступно, говорит. Что-то странно он меня на самом деле привалил. Дом предводителя. Вот это синхронизировался, а вот это по-царски. Прям в логово к ребятам. Ты, говорит, что, пришел в крепость? Ну, держи тебе. Распишитесь. Бейте, говорит, капитана. Действовать осторожно. Мне вот это вот нравится. Да подожди ты, лук! Опа. Братан, братан, я тебя не трогаю. Мужики, тихо. Да вообще, тут монет у вас, полный дом. Как я умер? Тыш. Я, короче, достаю лук, а он у меня там с топором, походу, горшки глиняные бьет. Как я взорвался. Надо мимо просто пройти. Это узкий проем, и это не про меня. Стелс еще... Да и стелс тоже не про меня. Ну, я стараюсь. Просто идем мимо. Нужно быть осторожным. Все, ребята, я посылку. Все. Доставляю. Еще мирные жители нападают. Как будто я им земли должен. Опа! Вот я же говорю, смотри, петухи, курицы напали. Ребят, тут что-то у вас... Что происходит-то? Понял. Предводитель шкатулку говорит. Ты чё не прыгаешь-то? Привет. Как сундук? Я точно то делаю?
крестьянина. Все, убивайте. А как, подожди, посылку предводителю? Может, вообще не этому? Феба работает на Маркоса и любит мечтать о собственном орле, таком же, как и Кар. Да Феба вообще меня что-то прям, не знаю, в ступор вводит. Появляется там, где я, короче, нахожусь, какие-то квесты выполняешь. Она раз вот такая, я тут, и говорят, тебе помочь? Может, он тоже, типа, какой-то бог? Хорошо, а где тогда этот квест, доставка? Это не то. Это реально не то. Да, блин. А, и ты в режиме героя там... Я понял. Мне кажется, вот здесь вот еще неизвестный предводитель. То есть он здесь есть? И здесь есть. Но тут... неизвестно какой. Ну, предводители как она? Коринфини? Тут всего лишь два. В один я точно дом не могу зайти. Нет, то есть я могу как бы, да, но... с треском. Так он мне здесь и дал этот квест. Как раз таки. А это вообще крепость. Не стоит здесь оставаться. Тут вообще одна солдатня. Я определенно что-то видел. Если подойдешь ближе, Ой. Куда вы? Опять что-то у меня не строится с квестом. Этому предводителю я явно точно ничего не отдам. Меня быстрее самого отдадут. Змеиный посох. Вчера копье Тифона какой-то стырил. Плюс там еще 24-е, да, коса. А, коса Грифона, вот что нашел. Но это прям под лук. А что за змеиный посох? Обычный посох, говорят. Ладно, вид у него может быть интересный, но все остальное неинтересно по параметрам. Хорошо, хорошо. Тут у нас не получается, да? Тут у нас отыщите всех членов глаз космоса. Мы найдем, типа, и соберем какой-то, видимо, доспех. А что ж это выходит-то, что я все по квестам приехал, да? Ну тут написано, Алексиус выяснил, что лекарь по имени Гиппократ может что-то знать о местонахождении Мирин. То есть матери. Мы вчера дошли уже до того, что там помогли этим, как его, короче, жрицам любви. Это привело Мисти в город Аргос, где находится его... где находилась его лечебница. И тут такие, поговорите. Такой нажимаешь. И где он тут? И тут вообще ничего не показано. Ну, возможно, где-то на... А, вот она, Аргос. Вот она.
Вот он, друзья, город-то. Шкатулку в итоге я тоже не отдал. По заданиям это непонятно, как оно выглядит. Еще время столько прошло. Предводителю Коринфии. Коринфия. Предводителя тут 2. И всем не дают не того, что хочется. А вот он, Аргос. Город Аргос. Блин, туда-сюда бегаю, ползаю, как дурак. Тебе бы неплохо лук большой, рог в магазине забрать. Урон у воина в 2 раза увеличить. Надо что-то оставить и подумать. Может быть, не лук, а что-то полезное. Сейчас я вот последний город Аргос. Вот, части города Аргоса. Вот он Аргос. Все правильно. Я бегал, да не там. Мы нашли Аргос. Так, наемник, уйди, я тебя боюсь. И себя боюсь. Вот теперь Аргос, все верно. Ту-ту-ту-ту. Такие знамена какие-то. О-о-о. В восточной части. Это здесь вот. Восточная часть, северо-восточная где-то здесь. Еще предводителя тут. Максимилиан, а у тебя что с аватаркой? У тебя как-то аватарка странная. Она в тот раз то работала, то не работала. У тебя просто нет ее, да? Хорошо. Что у нас тут? Урон в режиме ярости, урон охотника. Слушай, я там на самом деле какие-то доспехи подобрал. Можем посмотреть. Урон воина, животным, урон охотника. Доспехи вообще ни о чем. Зато кожу насыпали. Урон воина, урон убийца. Так, но это мы оставим. Аватарку не ставил. Принял. Не, я просто к тому спрашиваю, может, у меня уже что-то там это не работает или работает, наоборот, не так. А это вот оно что. Там просто нет аватарки. А тут, наверное, вот они палаты. Ладно, сейчас дойдем. Мне же еще на этого, на отца надо выполнить. Это клиника Гиппократа. Вот. Исидор Безумец. Там осталось пару статуй каких-то найти или кого-то там. Плюс у нас антилопа. Уже готова. Антилопу надо убивать. Это на Артемиду. Но животными, я думаю, лучше... Да, надо бустить себя под животных, этот урон. Какие-то вещи. И, наверное, огненные стрелы. Что-то такое. Комплект Странник Севера хороший. Если есть возможность, лучше его прокачивать.
Возможность есть. Сейчас. Но у него тут, видишь, война. А здесь комплект какой-то змея. 30 урона от отравления и ослабления. Тут от убийцы. А так, да, война есть. Я получал Эцио, урон убийцы и война. Ну, я понял, типа вот здесь вот билды как-то сделать. Один под убийцу, второго под воина, да, там, ну как. Да, смотри-ка, вообще не разбивается. Па-пам-пара-пам. Тут еще помимо этого воина и Эцио, тут еще сколько же... Не, ну смотри, воина... Ой, как он там? Сет воина, да, чисто под мили. Сделать сет, где он? Да, у него урон воина. Эцио чисто под убийцу. Тут одето 2. Ну и так далее. А потом просто переключать. Слушай, ничтожный раб, не скажешь, где он, клянусь Герой, я сожгу тут все дотла вместе с тобой. Я уже сказал все, что знаю. Все просто. Гиппократ должен проявить сговорчивость, признать свою вину и публично объявить, что его таланты – дар богов. Но как же его пациенты? Он отвлечется от работы. Если Гиппократ считает, что может нарушать порядок, чтобы стать самозванным полубогом, что ж, возможно, сами боги отомстят ему. И ты такой, опа. Так, не стоит злиться. Уверен, так шуметь ни к чему. А ты кто? Я ищу человека по имени Гиппократ. Еще один последователь этого безумца. Передай своему нечестивому хозяину, что если он не извинится прилюдно, жрица Геры соберет армию верных и покончит с ним. С дороги! О, слава богам, она ушла. Я думал, в этот раз она меня убьет. Что происходит? Я Сострат. Хрисис обвинила моего хозяина в непочтении к богам. Базовая группировка на остальных по одной. Он верит, Да, это что круто. боги могут не только молиться, но и взять свою судьбу в свои руки. Невероятно. Вот бы поговорить с ним. Прости, его тут нет. А где он? Где Гиппократ? Он хотя бы в Арголиде? Да, но он ушел на юго-восток от дозора Гера, чтобы помогать больным. Я найду его. Но если ты пойдешь к нему, можно небольшое поручение? Смотря какое. Отнеси ему кое-какие вещи. Он торопился и забыл их взять. Я Ну давай, отнесу всё давай. Гиппократу. Правда? Я все ему отнесу, обещаю. Спасибо тебе. А как я узнаю Гиппократа? Иди по дороге на юго-восток от дозора Гера к пещере Пана. Он наверняка где-то там. К нему стоит очередь больных. А еще он лысеет, но ему об этом не говори. Еще он лысеет, говорит. Столько Доспех Севера. Для гравировки посетите кузнеца. Минус 50 к времени восстановления боевого ключа Ареса после убийства. То есть одна у него как бы вшита, а вторую ты можешь, да, ставить. А что в шлеме? То же самое. Но у него все на силу крита, я смотрю, да? Пять крит урона. А тут я Эцио укачал. Крата совсем потрох
замахами меньше, чем Линк больше, чем. Не, кинжалы не, братан. Я Сдал. человек и похож. Да. Молодой этот-то. С кинжалами я просто не могу, понимаешь? Это как тебе сказать? Ну, типа, я водил всю жизнь Chevrolet Lanos, а потом мне... Ты не хочешь там на Porsche прокатиться? Ну, вот типа, как и с топором и кинжалами. То же самое. Мне нормально, когда ты размахиваешься, видишь его цели там и так далее. Такой раз, там, и мощно, и больно, если попадешь. А этими, блин, вилками чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. Они не останавливаются, как капусту какую-то тыркаешь. Не, я понимаю, не имбовые, они там критовые, там все дела, там ядовитые. Но это не про меня. Это ж ты, ну, сколько я дрался, я говорю, да, кнопку нажимаешь, и все, и он пошел мочить, колбасить. Тут на самом деле с топором-то бывает такое, что не останавливаешься вовремя. Надо увернуться, типа остановиться. Ко всему можно привыкнуть, даже к парше. Ну, привыкнуть можно, я согласен. Но мне просто комфортно вот с чего-то посерьезнее. Разочек как вдарил, чтоб искры из глаз. Вот это про меня. А это 350 ударов и попал, не попал, как, я не знаю, комбайн какой-то. Так, мы его нашли, получается. Да, вот он тут. Опять убейте. Да хватит меня убивать. А я не туда пришел-то. Подожди, ну я же здесь был. У них тут это... сходка была там всяких. Странно. Тогда меня вроде приняли нормально как гость, а теперь... Надо смотреть, сколько будет стоить у кузнеца. А это по шмоту? Я кинжалами с 2-3 ударов наемников убиваю. Да не, ребят, ну вы-то... Кинжалы больше нравятся. Вы мощные. А мне что-нибудь с топорика интересно. Вызвало это состояние? Потом посмотрим в дальнейшем. Как флегмы? В данный момент да. Но настоящая причина в бездействии. Флегма? Еда, теплая одежда помогли бы ему. Но знатоки решили, что его состояние это... Алексиус такой небритый, тоже с сединкой. Я сегодня, кстати, побрился. У меня все Вызов устоем. гладкая кожа. Да, и я очень занят. Не отмахивайся, говорит, от меня. Я не займу много времени. Стараюсь побыстрее. И не буду отвлекать тебя от пациентов и учеников. Наблюдения, опыт и эксперименты равно важны для лечения. Я учу этому людей. Я из твоей клиники в Аргасе. Сострат просил передать тебе это. Я так и знал, что забыл что-то. Сострат хороший врач и как помощник неоценим. Ты Так. просил его заплатить за работу? Не-не. Я знал, что это поможет людям. Другой награды не нужно. Достойный ответ. Так как тебя зовут? Алексиос из Спарты. Рад встрече, Алексиос. Нафиг мне деньги? Я вчера там столько винограда, яблок продал. Чё только у меня нет. Помогите мне найти мою мать, я ищу женщину. Давай так спросим. Брат, мне нужна помощь. Мне сказали, ты помог моей матери. Я хочу найти ее. Здесь бывает много матерей. Они приходят, чтобы Гиппократ помог их детям. Быть может, тебе помогут в святилище Асклепия. У них есть записи обо всех приходящих. Прошу, Гиппократ, я проделал такой путь. Этот пациент тоже, и та, что до него, и тот, что перед ней. Я нужен пациентам, но мои записи о болезнях разума забрали. Верни их, и тогда я помогу тебе в поисках. Быстрее, у пациента мало времени. Сократ велел не упоминать, что ты лысеешь. А, Сострат. Если верить Сострату, ты не любишь, когда говорят о твоих... Ну это... О чем? О волосах или их отсутствии.
Да, да. Легко тебе шутить. Сам-то ты как ожившая скульптура Фидия. Так, ладно, а где записи? Записи. В Тиринфе. Это близко. Может, тебя они послушают. Или пусть готовятся к новому бою. Со мной. Не мне указывать Мистию, как работать, но прошу, ради меня, не убивай без нужды. Не, Уже достаточно крови. я просто возьму бумажки и уйду. Я сделаю все, что могу. Удачи. Не убивай, говорит. Мне б выжить бы, отец. Не навреди, говорит. Взят несколько заданий. Да давай мы тебе бумаги, где они? Раздобудем. Так, в поисках матери направил его в святилище Алексия. Местные жрецы могли что-то знать о спартанке, посетившей их много лет назад. А это... Вот, принести одному какие-то записи, да, чтобы спасти ему жизнь, а он поможет при этом нам. Куда идти-то? В древних, в северной части древних руин Персея. Чего? С ума что ли сошли, там столько сообщений накидали. Так, подожди. Какой опять целитель-то? Так, ну вот он, Арголит. Арголит, да. Мне Арголит хочется сказать, Арголит. Не Арголит, да, а Арголит. Древние руины Персея. В крепости Тириф. Почему опять обязательно крепость, ребят? Ну, мне прям вот крепость. Поговорить с Димас. Как можно в крепости поговорить с кем-то? Ты только нос туда сунешь и все. И там столько народу захотят с тобой подружиться. Филипп. Вот ты мой, какой конь вороной. О. Да обрез стальной. Пам. Пара-пам-пам-пам. Пошел, пошел, давай, крыльями. Во. В бумаге находится крепость, которая охраняется. Вот. Режим в помощь. Опять стался режим, блин, в помощь. Но тут написано, что поговори с ним. Ребят, поговорить с ним. Может, он где-то заперти? Записи Гиппократа охраняют. Почему? Почему? Та-ра-та-та-та-та. А потому. Братан, нам с тобой не дадут там поговорить, понял? Может, ты зайдешь, спросишь? Попробуй потом способностью смертельную атаку. Что это такое? Смертельная атака. Стремительная, наверное, а не смертельная. Наверное, вот это. Не, ну я и пробовал. Ее надо бы еще качать. Она 130% урона убийцы наносит. В целом неплохо. Мне вот один уровень. Один. И тут у меня и охотника, и убийца еще будет. Всем. Ай, мощно.
Привет, с кем там? Не привет, 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 добро пожаловать. Мишанька, здравствуйте. Здравствуй, дружище. Уходи или пожалеешь. Здесь бдительные стражники. Братан. Чего? Опа. Первый пошел, ребят. Но это нормально, да? Стелс, говорит, режим. Ну тут плохо без бустов. Тебе сюда нельзя. Я тебя убью. Чего тебе надо? Блин. Способность. Ага. А вот у меня нету. Могу так целый день. Стой, стой. Вернись. Тихо. Имба способность. А я не знаю, и это какая. Топовская, нет. Но ей надо продолжать. И типа бахнул и дальше. Бахнул и дальше. Где они? Понял. Нож шкуродера. Или шкуродер. Или шкуродера. Ты что тут делаешь? Меня прислал Гиппократ. Твой командир украл его записи. Думаю, они у тебя. Те, что составил сам великий Гиппократ? Мне жаль. Они сгорели во время боя. У Что? нас снега Ты навалила слышал? куча. Шатер целителей сгорел. К счастью, я успел выучить эти записи. Я восстановлю их, когда будет время, или после войны. Тебе придется пойти со мной. У нас тоже, кстати, Мишань. Умрет без твоей помощи. Этот тоже умрет без моей помощи. О нем больше некому позаботиться. Я единственный лекарь. Не мешай мне. Гиппократ топ-врач. Так, ребят, сейчас я одну секунду пойду матушку проверю, соседнюю комнату. Сделайте пока 2 минуточки паузу. Топ-врач. Ну, Мишань, тебе виднее. Я еще пока не... Сейчас я 2 минуты. Окей.
Привет, тут и из бустов норм. Так. От прокачки. Наемник убивается на кошмаре. Ну, блин. Это Мишка тут говорил ребятам про игру. Ты мне вчера посоветовал. Я нашел у разработчиков. Запросил, может быть, дадут игрушку. Но стоит она дофига, что-то там около 2000 в Стиме. Получится на халяву, то хорошо. Так, я подожду, я заплачу. Давай я заплачу тебе. Полагаю, ты работаешь за драхмы. Я заплачу тебе больше, чем твой командир. И мы уходим. А человек умрет? Я пойду. Но есть два условия. Говори. Я пойду. Возьму вдвое. Жизнь стоит дорого. И ради богов не говори Гиппократу. Ах ты алчная жаба. Гиппократ берет столько, сколько... Я не дам ему денег. Что в тебе особенного? Он великий человек. Но жизни спасает не только он. И это недешево. Так что отойди. Это ж от него, да, Мишанька пошла? Это самая клятва Гиппократа. Ладно, я подожду. Жду тебя здесь. Вдруг ты сбежишь, пока меня не будет. Типичный наемник. Впрочем, я не удивлен. Займись делом и найди мои костные щипцы. Постоянно кто-нибудь прибирает их к рукам. И ты пойдешь со мной к Гиппократу? Даю слово. Так. Ты сможешь уйти, если пациент умрет, время терпит. Так, я найду их, ладно. Несу щипцы. Блин, одному щипцы, второму бумаги. Мы еще и в крепости при этом, во вражеской. Стой ты. Я в другую сторону, правда, пошел. Сейчас вернемся. Туру-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Как мне того-то наемника-то убить? Может, он просто сам уйдет? Капитан, не смотри на меня так. Да не, но глушануть-то я понимаю, что можно. Но мы с вами честные. Что там происходит? 20 уровень наемника. Да он там еще не один-то, посмотри. Сколько у вас там? Тихо, тихо, тихо. Барабанная дробь. Все кончено!
Куда-то его пёсель делся, заметили? Да подожди ж ты. Убейте наемников не менее 20 штук. Опа, украшенный лук. Стой, а нам когда уровень-то дадут? Чуть-чуть осталось, да? Урон убийц, 3 урона. Рекурсивный лук. Тоже урон убийцы. От яда. Пепельный. Спартанским солдатам. Нет, мне главное то, что это ачивка хорошо работает. Возможно, к шансу крит удара этого удара. Так, а что за наручни теперь? К адреналин за убийство в голову. Все, тормози, тормози. Только лук поменял. Опять можно поменять. Но он поинтересней. Этот нет, в кавычках. Так, и способность. Давай, способность нам нужна. Здесь у нас не качнем, здесь не качнем. Тут от яда, если только. Вспышка яркого света. Пока не нужно. Нам надо шанс крит удара, да, какой-нибудь. Вот выбери способность, чтобы использовать ливень стрел. Да, супер. Но это все попозже. Фига себе. Понял. Не понял, как меня так...
так легко не возьмет. Да подожди ты. Да какую карту? Стой, стой. Чё-то мужики, их тут очень много. Понял? Подожди, подожди, подожди. Попался, да. Да, куда? Где? Не упустите врага. Нашел его. Все, лежи, лежи, тихо. И хоть старается. О! Видишь, говорит, его. Щипцы должны быть здесь. Да, да, да. Щипцы точно. Гиппократ. Эти щипцы он искал. Тут такие разборки во все, а тут он про щипцы вдруг вспомнил. Арголита предводитель уязвим. Ту-туру-туру-туру. Пара-пара-пара.
И еще один капитан. А где он есть? Далековато. Сейчас мы сначала, да, щипцы отдадим, а потом посмотрим. Это они? Помощник из тебя неплохой. Я сочту за честь помочь Гиппократу после операции. Ну все. Какое-то время будет хромать, но дай Аполлон полностью поправится. Встретимся там. Не опаздывай. Человек 8 тут в крепости перевалили ради одного, да, спасти. Но это мощно. Вернитесь. Сейчас вернемся. Уж попробую завершить. Завершить, точнее, это дело. Что там еще-то? Все, братики. Я пошел. С вами было интересно. Но крепость мы зачистили. Далее меня свои дела ждут. Так, вернитесь. А куда? Подожди. Ага. Супер. Странно как-то прям крепость первый раз далась. Мне обычно крепость раз третий, четвертый там. Не, ну с таким, конечно, талантиком прям кортик. Ой, не ту кнопку нажал. Кортик прожал, тут же единичку, и считай там 2 удара, и все, это и добил. Даже капитан в целом падает. Надеюсь, меня никто не заметит. Ну да. С топором, с луком, с копьем еще. Вообще никто не видит нас. А, пещера, заберите сокровища. Гиппократ, Потом. как твой больной? Вы опоздали. Он не выжил. Это все ты с своими щипцами, да? Сожалею, Гиппократ. Мы задержались, потому что спасали моего больного. Порой наука требует трудных решений. Если мы закончили, я бы хотел записать то, что помню из твоих заметок, Гиппократ. Я схожу к жрецам, расспрошу их о моей матери. Идем со мной. День был не из легких. Поэтому я посоветовал тебе все. Значение диеты для здоровья Сейчас. невозможно переоценить. И какой толк от яблока? Но одно яблоко в день А спасет. потому что у него урона в разы больше, чем у воина и охотника вместе взятых. Шутки в сторону. Я знаю, зачем ты здесь. Ты ищешь свою мать. Ты помнишь ее? Мещаник советовал бойца качаться, ну, воина. И не знаю. Там типа отхил, говорит. Я отказал ей. Но я помню ее взгляд, полный решимости и отчаяния. Вряд ли я когда-нибудь его забуду. Потом я поклялся Аполлону, что больше никогда никого не отвергну и посвящу себя медицине. И в этом ее заслуга. Твоей отважной матери.
Ей бы это понравилось. Я отправил твою мать в святилище Асклепия. Скажи старшему жрецу, что скоро лекарство от священной болезни станет доступно всем больным. Тогда он поможет. Спасибо тебе за все, Гиппократ. Я схожу к нему. Вот он говорит, я поклялся Аполлону. Видимо, вот оттуда и пошло, да? Клянешься ли ты там что-то? Воина, урон от огня. Убийца. Не, у меня нормально, у меня наручница. Знахари эти. О, шанс крит удара 9 убийца. А у меня 10, 3 урона. Украшенный лук. Нафиг эти луки. Надо дерево искать. Дерево да палок. У нас еще корабль, надо не забывать. А, он требует 2 древних таблички. Вообще-то глянь, на все эти древние таблички нужны. Тут 4 аж. Ладно, пойдем. Кому там? Древнему жрецу, да? Так, задание дополнение. Не то. Получите сведения от жрецов святилища Асклепия. Святилище находится в Арголите, в центре долины снов. Он находится к западу от военного лагеря Трезена. Так, долина снов. Долина снов. К западу от военного лагеря Трезена. Где тут военный лагерь? Ну вот это что ли? Долина снов-то такая. Военный лагерь здесь где-то надо найти, а потом еще и к западу от него. Я обычно хлам не разбираю, я продаю его кузнецам. Так выгоднее даже. То есть продать целую вещь, не ломая, выгодней. Ну это Поговорить с ним. как-то странно. Вот он где. Это он. Ну, типа, какой смысл покупать ресурсы, если можно их разбирать? Может, правда так? Интересней. Стутхене. Изенхуд. Прошу, помогите! Пусть Асклепий избавит ее от мук. Она умрет? А, это жрец. Если боги не услышат наши мольбы. В Арголиду прибыло много больных афинян, но поправились единицы. У девочки тот же недуг. Я хочу помочь. Могу что-то сделать для тебя. Мне говорили о хозяине Орла. Он жаждет лишь крови и денег. Не трать Блин, денег не берешь, а тяга это. желание, когда девочке станет лучше. Хочет, говорит, денег. Все больше. А лекарства у нас нет. Жертвоприношения не привлекли внимания богов. Ни свиньи, ни козы не помогли. Нам нужен зверь, чья кровь разожжет пламя, достойное Асклепия. Что ты предлагаешь? Говорят, в окрестностях святилища бродит бык с белоснежной шкурой. Ступай на запад, к берегу. Приведи его живым. Боги не смогут не заметить такую жертву.
Я тронут твоим участием, но я знаю, зачем ты здесь. Все жрецы поклялись Хрисис, что ничего не скажут хозяину Орла или заплатят за это жизнью. Но я служу богам и больным, и верен лишь им. Быка, говорит, приведи. Я приведу быка. Да вообще изи. А где бык-то? Ладно. Мужики, не надо. А тебе что помочь? Приветствую тебя. Пришел, чтобы принести жертву Асклепию? Нет, я ищу спартанку, мать, которой здесь помогли. К этому священному месту Гера ведет многих матерей. Всех я уж точно не смог бы запомнить. Что это за плиты? Это записи обо всех, кто сюда приходит, о хворях и лечении, чтобы помнить о чудесах, совершенных Асклепием. Вспоминать обо всех ни к чему. Представляете, раньше на камнях, да, записи делали? Да, понимаю. Мудрый выбор вполне. Какое-нибудь сочинение написать на камне. Я не причиню тебе вреда. Я не причиню вреда. Я просто хочу найти мать. Это Хрисис. Она контролирует всех жрецов в этом святилище. Тому, кто поможет хозяину Орла, точно не сдобровать. Не говори вслух. Просто укажи нужный камень. Я понял. Идем. Скорей! А не то заметят. Так веди. Сюда. Вот так. Если кто-то Иногда увидит, у кузнецов меня не убьют. бывает нужных ресурсов. Что может угрожать особенно жрецу в обсидиановое святилище? стекло. Многое. Время такое. О, помню этот случай. Так, ну-ка тихо, тут в округе что-то разгалделись. Жа, ты тогда был ребенком. Давай без подробностей. Ближе к делу. У той женщины в горле завелись черви. Асклепий отрезал ей голову, чтобы достать их, а затем пришил обратно. Мне явно нужна не она. И что бы сказал Гиппократ о таком лечении? Гиппократ — умелый целитель. Из него мог выйти толк. Отрезал голову, потом пришил. Сейчас лечит больных. Он всегда полагается на себя, но не на милость богов. В вопросах жизни и смерти Это просто надо. стопудово помогло. И все истории такие странные. В наше время Фукидид, Эврипид и этот болтун Аристофан описывают все как есть. Но интереснее узнать о героях, о чуде, тайне, богах. Επιμηχάνεται ταύτας και προσμυθοποιεί. Αποκρύπτει την προαίρεση αυτού με το ενθύματι. Здесь говорится о раненом мужчине. Собаки вылезали его и исцелили. Это бессмысленно. Идет. Эти истории дают людям надежду.
Я кушку раз 5 нажал. Ему вообще пофигу на эту кушку. Тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух. Спасибо, брат. Как они дерутся, я не знаю. Этот идет такой, знаешь, как по щекам мне топором размахался. Надавал этому, кушка, блокировка не работает. Дают людям надежду. Но только не мне. Расскажи о Хрисис. Она влиятельна и... Ладно. Но так было не всегда. Она появилась здесь ребенком. Жрецы ее забрали для служения богам. Она была умна и решительна. И скоро уже жрецы сами стали к ней прислушиваться. Ее любили, но ее сердце навсегда ожесточилось. Так. И когда это безумие овладело ей, все, кто посмел ей перечить... Что же? Я сказал, достаточно. А как насчет этого? Дай угадаю. Здесь описана слепая женщина, чьи глаза вылезали змеи. Тут написано: из Спарты пришла с ребенком, взывала к богам. Почему большей части нет? О, я расскажу. Я это помню хорошо. Спартанка, грязная и в крови, прибыла к нам с дороги. Мы позаботились о ней, и она ушла. Куда, я не знаю. А дитя нельзя было спасти. А кто может знать? Нас видели. Ступай к оливковому дереву Геракла у входа в святилище и жди. У меня для тебя кое-что есть. Что это тут у нас? Жрец и наемник на дружеской прогулке? Да хранят тебя боги, Плейстос. Ого. Как раз направление Плейстос. Скивы Плейлист пришел. встречал Мистия. Неужто? И что вы так горячо обсуждали, можно узнать? Сейчас будут быть, возможно, даже нагани. Мы говорили о ранах от меча. Я грязный и хочу помыться. Этот любезный жрец предложил проводить меня до бань. Да, все верно. Баня как раз неподалеку. А теперь я вас оставлю. В банях лечат больных. Они смывают кровь с рук наемников. Прочь! Может, ему голову оторвать? Найди старого жреца в Арголите, он в северной части долины снов, на перекрестке у оливки Геракла. У Оливу. Где-то тут Геракла. Это воронка Геракла. Долины снов. Северная часть это у нас в самом низу. Ой, в самом верху, куда я? Вообще все перепуталось. Люди, кони. Долина снов. Где тут Геракла? Что-нибудь есть? Геракла только здесь. Попробуем, сейчас найдем, где-то стоит.
Северной части долины снов. Куда-то торопится. Ну ладно. Тан-тан-тан-тан-та-та-тан. В северной части долины снов. Я в северной части. На перекрестке у Олива Геракла. Вот он перекресток, да? Озеро вроде он находится. Ну, перекресток вот, я отметил. Ну да, все верно. Старый жрец прячется у дерева. Давай, давай. Нашли, нашли. Так, таблички, да, говорите, у кузнецов продаются, я там прочитал. Сдается мне, оливки любят больше, чем легенду. Так где же жрец? Да вот он. Спасибо, что не выдал Мистий. В этом святилище слишком много людей, Хрисис. Что еще ты знаешь о спартанке и ее ребенке? Эта женщина оставила одеяльце. Мы хотели вернуть, но ей было больно на него смотреть. Она ушла? Что случилось с ребенком? Да, Хрисис права. Ты нас подвел, Тимоксен. И ответишь за все. Плейстас, нет! Отойди, жрец. Я с ними справлюсь. Мне кажется, он культист. Он, походу, культист, и он мышь еще. Он при этом нифига не атакует, но как только ты что-то делаешь, он сразу такой, иди сюда сейчас, вот как-нибудь 1 на 1 с тобой, давай. А то мощно там позвал бригаду с собой. Че, шутите, что ли? Можно было перед боем автосохранение сделать. Ох. Так нельзя. Слушай, а какой я талант могу вместо яда поставить? Мне вот этот яд нафиг пока не интересен. Сдается, Типа я им вот пользуюсь. больше, чем легенду. Так старый жрец прячется у дерева. Вот он. Старый жрец. Так, друзья, 2 минуточки, давайте сделаем паузу. У меня то вся спина мокрая. Надо хоть малеха это
пройтись. Круто, круто. Сейчас, ребят, 2 минутки. Пока на природу можете посмотреть. Оливка. Ой, оливки я люблю. Короче, я черные штучки люблю. Не знаю, как они там, маслины, оливки. Сейчас, плеер. Награда ждет. Давай покончим с этим. Твое время пришло. О. Слушай, да, мне вообще нравится. Я пришел чаю, силу чаю принес. И такой, только, блин, ну как так-то? Не успел.
Водитель, да. Чё там это? Сейчас я прочитаю. Подожди. Яд нормальная тема, но я пользуюсь огнем. Можешь вместо яда оставить в убивании щита. Правда, я этой способностью не пользуюсь. У меня кинжал. Вот в том и дело, что надо прокачать. Водитель не успел. Прокачать. Спасибо, Яд, либо что-то. Но яд мне интересно то, что он... Святилище слишком много людей. И луком можешь пользоваться. И просто ударами. Лейстер, Отойди. Я что-то вообще не понимаю. У меня как начинается бой, все сбегаются и начинают меня тупо дубасить. Слева, справа. В сентябре 480... Так, царь. Угу. Прочитал, успел. Царь что-то там. Можно хоть понять. Лейстер, Отойди. Можно понять, где они и... Давай по одному. Ты посмотри, сколько там. Конь еще тут пробежал. Ну ты чего? Ты какой? Вот мне типа как плохому танцору все мешает. Вся обстановка мешает. Кони, люди идут какие-то. Ты цель наметил, а они тут такие: ой, дай-ка я гляну, дай-ка я пробегу. Вы можете разбежаться-то? Тут бой намечается, серьезно. Что и... это же... Она ушла. Давай. Камон. Сразу прям. Давай сюда. Понимаете, там еще наемник идет. Смотри, и все вот эти вот стали зеваки. И сразу конь прибежал. Я тебя размажу. Вообще бесит вот это вот поплавок. Братан. Ой!
был не самый простой. Ну блин, ну что ж ты будешь делать, ты шнырь этот с мечами? Я единичку. Здорово, дружище, здорово, лови. Спасибо. Мечник этот, ты твою налево. Еще с озером, там озеро, пиявки вот эти вот, лагает, короче. Зеваки еще, вот эти кони. Ладно. Отойди. Ну. Мечники это. Интересно, а яд ослабляет? Лев, смотри. Лев прибежал. Мужики, там лев, мечники. Яблоко я у него спер. Ты стой, ты хорош махать, ты лук, лук, лук. И он еще один прибежал. Да не надо мне вот это, ты какой ты хитрый жук, а? Идите. Я тебе еще... Ить. Тигр, 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 грызи его, давай. Хорош. Ой, меня не надо. Козлятинки, там козлятинка. Или кто это? Хорош, хорош. Тихо, привет хотел сказать. Вы откуда? Вы кто? Вообще, ну ни стыда, ни совести. Вы кто вообще такие-то? Да иди ты со своим... Блин. Еще один пришел. Ребят, ну это полная какая-то фигня.
И я жму пробел и... Нет, мне бежать нельзя. Тут жрец стоит, которого я должен задефать. Они просто лезут и лезут, лезут и лезут. Ну что это такое-то? И опять то же самое. Да вы ржете, что ли? Нет. Отойди. Быстро дайте проехать. И сидит, стреляет по мне. Не... Ай, так. Тебе нужен меч. Не надо мне, Данил, этот шляпу. Не надо. У меня нормально с оружием, просто они реально, их очень много. Отойди. Их просто много. Ну, видишь, сколько их тут повылазило? И всем им надо моей крови. Ух. Вижу, ты лук юзаешь, как молодец. Тебе не победить. Он тебя убьет. Здесь ты умрешь. Ох, сейчас я тебе там настреляю. Где тигры? Тигры, тигры, помощь, тигры. Год тигр, тигр, приди. Ну почему-то я пробел нажал 5 раз. Ты что, серьезно, что ли? Вижу, что подходит, надо отскакивать. Короче, пробел жму. А он нифига. Да... Задание выполнено. Тигры-спасители. Тигры, да. Отойди. Вот опять конь. Я понял, что вот с этим... Да идите вы в задницу, вы чё, блин? Как десантники прям возле тебя вылазят. Блять, это как? Ты сдохнуть должен был. Пехотинец, блин. Я не обязательно с ними драться. Нет, ну, типа, принцип уже. Я просто серьезно, я офигею. Ты дерешься, они... Конь перед тобой, ты стреляешь, конь перед тобой. Один, второй, третий такие повылазили. Здорово, говорит. А что мне делать-то? Он же говорит, отойди, я с ним разберусь. Отойди.
Трындец вообще. Ну дай ударить-то, ну то я не могу прям. Ой, бля. Да этого лучника добить это с копьем. Нет, их слишком много. Я не знаю, что делать, короче. Что-то задание выполнено, бежать. Но он же сказал, говорит, отойди, да, я их с ними разберусь. Я не разобрался. Куда я пойду? Не отступать и не сдаваться. Русские не сдаются, все. Иди отсюда, жрец. Тигров иди ищи. Мне нужны тигры. Слази, блин. Ну и, ребят, я не знаю, как, ну как еще-то, блин. Ну пробел 5 раз нажимаешь, чтобы повернуться. Ну какая комбинация-то? С чего он попадает-то? По-моему, я переоценил свои силы. Ну я хочу их убить, этих гаденышей. Стопудово жилетка мне нужна. Стоп. А давай-ка мы... сейчас, секунду. Попробуем с копья. Я офигею с этих мечников. Просто меня бесит мечник. Можно под воду убежать, а потом по стелсу. Нет, не мечники прям вообще вот эти калят. Серьезно. Спасибо. Лейстер. Я же сохранялся с этим. С копьем. И опять вот. Откуда у меня такое ранение? Ну елки зеленые-то, дай... Есть. О, лев, хорош. Блять, ну ребят, ну это что такое за фигня-то? Меня лучник застрелил. Сила чая. Приди, сила чая. Мы сможем. Да вообще. Я подошел его добить, а он меня убил.
Отойди. Приятного аппетита. Я побежал. Удачи с этими чертями. Спасибо, спасибо. Спасибо, Данил. Теперь я заберу твою жизнь. Ну вот опять он там стреляет. Вот он, вот он. Это только один. Да хорош. Вообще совесть-то есть у вас, нет? Еще конь блочит. Ладно. Короче, фигня какая-то полная у меня не получается. Это вакханалия, блин, происходит. Задание выполнено. Короче, говорит, отойди, я сейчас с ними разберусь. Разобраться я с ними не могу, потому что тут просто их тьма лезет. Копье как бы... Да фигня полная. Блин. Не копье. Оно шустро, оно прикольное, но... Да куда ты лезешь-то? У тебя вон тут лучник появился. А теперь, Рафай, пускай тебя потеряют. Короче, да, я все, мне надоело. Я сейчас куда-нибудь убегу. Понял.
Просто появляются из ниоткуда. Тут хватает и того, что есть. Они еще их тут присылают. Патрули. Сила чая никак не... Она... Отойди. Дай мне до того дойти. Где он? А куда он делся-то? А вот он. Ныряй. Ныряй. А чё он, подожди, не хочет? Так, а и по квесту что тогда получается? Согласился помочь. А, ну я типа выполнил. Пойдем быка искать, короче. Горы Кариф. Гора Кариф. Пойдем отсюда. Стыдно вам должно быть, стыдно. Вас толпа на меня нападает. Нечестно. Привет, козел. Или кто это? А, кстати, кто это? Горные козлы же ведь, правильно? Да. Опа. Я надеюсь, что тот жрец убежал благополучно, он нам что-то сказал, мы потом продолжим. Меня сейчас я просто взорвусь с этого. Тут, правда, какое-то оружие должно быть такое хорошее, чтобы прям 2 удара и все, 8 дырок. Это мои упражнения у воротов и так далее. С мечами прям имбовые челики зажимаются с ударов. Жесть. Даже этот удар героя, он с первого раза-то, ну, не срабатывает. Вот как сразу они появляются, ты жмешь удар героя, типа, и добиваешь. Если тебе дадут. Да, это хорошо. Белый бык. Я опоздал? Белый бык, а там какие-то звери. Ну это надо вилку искать боевую меньше, чем линк больше, чем... Да. Я аж серьезно спотел, я уже чаю налил. Сила чая не помогла. Уже Данил пришел прям в разгар. Там привет, говорит, тебе приятного аппетита, а я тут ору сижу. Не, когда тигры пришли, еще куда не шло, ну. Тут наверняка есть охрана. Реально помогли бы. Ну и что-то я там все равно залажал в каком-то моменте. Я не сохранился, я лучше буду сохранюсь. Тут сейчас могу отъехать от любого тигра. Или кто там, лев. Кошмар. Кошмар. Идет.
своей воле. Я заберу сердце, хватит и его. А, они его завалили, да? О, противно. Освободите, найти табличку. Какой же он здоровый. Может, и это просто я слишком слабый? Главаря разбойников убейте, говорит. На, это еще, ага, вижу. Еще узники имеются. О. А, вот он. Какой-то лагерек-то здоровый. Да, льва сейчас закромсать, там шкуры очень много. Так, и найди древнюю табличку. Древний, наверное. Подожди. Я так думал, что вот на этих развалинах древние. А где она тут может быть-то? Так, так. О, нашел. Все есть. Заложников зоо. Серьезно? О чем бегать-то? Ты лучше это, не бегай так. Освободил, убил, блин. Просто, блин. Топ-спаситель. Пойдем поможем, сердце белого быка принесем. Кстати, вот на Новый год я в этом году, знаете, что не ел? Свой любимый салат. Салат типа из сердца. Не знаю, по-моему, свиного сердца или говяжьего.
Отваривается, режется с огурчиками, с лучком и майонезом. Ну, посолить по вкусу. Обалденный салат просто. Лучок, огурчики и вареное сердце порезанное ломтиками. А, это, блин, вкусняшно. У меня аж слюни потекли, все. Вкуснее, вот для меня вкуснее любого крабового салата, оливье всяких. Просто салат с сердцем. Меня как теща один раз покормила и угостила. Так все, не могу Удалось найти быка. его забыть. Я не смог привести зверя живым, но принес его сердце. Так Асклепия не умилостивить. Зверь не хотел умирать, и сердца хватит для спасения лишь... Не захл звездочка, звездочка, звездочка. Прошу, мистер. Не захлебнись, говорят. Хараш. Я кормлю половину Арголиды. Люди будут голодать. Как думаешь, стоит брать... Умоляю, болезнь убила моего мужа. У меня 2 детей. Что с ними будет? А, насчет 3,50 стоит ли брать? Я думаю, нет. Могу заплатить себе. Ничего, помоги Сейчас, секунду. им. Ты убил быка. Выбирай, кому помогут боги. Ты убил быка, выбирай, кому помогут боги. Крестьянин, богатая женщина, девочка. Я думаю, девочки. Я знаю, каково быть брошенным ребенком. Молись за девочку. Ты пожалеешь. С чего вдруг? Сложный выбор, мистер. Но он сделан. Остальное в руках богов. Я сдержал слово. Спартанка, что ты ищешь? Вы знакомы? О ее появлении в святилище ходят легенды. Но я этого не застал. Тебе нужен не я, а Медон, старший жрец. Он часто вспоминал ее до того, как отрезал себе язык. Отрезал язык? Если он не с больными, значит в гостевом доме. Ага, понял. Время в обществе своих слуг. Спасибо. Я не забуду твою помощь. Эти люди тоже тебя не забудут. Ох, спасибо. Спасибо, говорят. Да, он там-то, там-то. Урон убийцы, урон охотника, урон от огня. Старый потертый кусок ткани, о котором Мирит когда-то носил своего раненого младенца. К адреналину. Вот. Адреналину за удар, дети вот это вот нормально. Можно типа Аресом постоянно этим пользоваться. Копье, оно очень быстро наполняет энергии, да, тут? Да, плюс 9 урона убийцы за удар. Ну, короче, прикольно. Так, по поводу видюхи, почему я так думаю? Смотри, девочка сразу стала, копье достала, она убежала. Никому ничего не скажет, что такое. А, старшего жреца. Потому что то, что они подорожают, может быть. И сейчас цена точно кусается. Сейчас еще они только вышли, 350. Сейчас их как пирожки будут разбирать. Я думаю, что стоит подождать, потому как там что-то Центробанк пытается с этими, короче, биткоинами борется, чтобы запретили в России. Я надеюсь, что это сделают, что запретят. И, ну, типа, цены упадут. Биткоин обесценится, и цены упадут. Вот. Только из-за этого. Ну, то есть, ты как бы ничего не теряешь. Да, они и так, в принципе, у них цена такая кусачая, а тем более у нас будут их перепродавать магазины, как всегда. Не по закупочной цене ты, во-первых, это возьмешь, ну, приблизительно, как простому, как обывателю, да, я говорю. Вот, понятное дело, с магазин там своя наценка, еще у барыг своя наценка. Короче, ты типа купишь недешево. А вот то, что ты дешево купишь, я думаю, что стоит подождать. Есть такие моменты, есть такой шанс. Ну, там, наверное, все купят. Вот, а потом, ну, сколько там цена? 60-70. Дай бог, что цены рухнут на это все дело, и ты возьмешь 3070 какой-нибудь, 3060 Ti хотя бы.
Тут смотря сколько 350 будет стоить, если 20... Да, где-то 50-60, я думаю. Взять ее, если, как обычно, барыги не разберут. Вот, я про это говорю. Посмотри новости, почитай поэтому, что там с Центробанком. Он выдвинул, биткоин рухнул. То есть в новостях он выдвинул требования, а предложение запретить майнинг, типа, чтобы валюту эту убрать гребаную. Потому что он там вредит, и не только. Хотя бы за 50 взять, было бы неплохо. Еще нельзя сказать, запретят и запретят ли вообще. Ну, типа, видишь, как я смотрел новость, они выпустили, типа, предложили там через день, через два, биткоин-то рухнул. Реально рухнул. Возможно, это просто спугнуло кого-то и все. Возможно, нет. Возможно, это все фейк. Возможно, цена... Ну, ты думаешь, на старте они будут дешевле, и ты не возьмешь, потом потеряешь? Есть такая вероятность. Сейчас ничего вообще не известно, и фиг его знает. Барыги не разберут. Сейчас все равно наценка она будет в любом случае. 6500 раскупили за секунду. А, ну это радионовские, я понял. Хотя бы за 50 взять было бы неплохо. Я, дай бог, я на 2060 буду до последнего сидеть, пока вообще там они не упьются, не ужрутся этими видеокартами. Вообще просто пофигу. На полном серьезе. Даже 1060 можешь с 10 гиговую взять и сидеть и не париться. Потому что когда ты гонишь за этими технологиями, всегда выигрывают технологии. Ты ничего с этим не поделаешь. Бывает и такое. Сейчас возьмешь 3050 за, там, ну, условно, 60 тысяч получится урвать там кредит или как там, ну, каждый по-разному берет, да? Ну, возьмешь, хорошо, там, кредит и так далее. А потом, бах, короче, годок пройдет. Ёлы-палы. И ты такой думаешь, блин, сейчас за 60 бы я взял какую-нибудь 3070. Это я также, когда проц брал, процы только пошли, там месяц или два прошло. Я за 50 проц брал. Такой думаю, блин, как бы потом не пожалеть. Ну, думаю, ну а что, все равно как-то надо что-то делать. На Зионе сидеть с 9-го года или с какого там, это вообще не дело. Ну, думаю, ладно, полтинник отдал. И я не прогадал. Взял на старте за полтинник, а сейчас он боксовый 44 стоит. Так уже прошло 2 с чем-то года. Он уже себя, наверное, оправдал просто, если так говорить. Ну, вот, как-то так. За 55 уже 6600 взять, который мощнее. Вот, смотря, Максимилиан, я так думаю, смотря для каких целей. Если чисто для стриминга, что там с Radeon ты не можешь этим похвастаться, хотя, может быть, кто-то и стримит через Radeon драйвера. Вот. То, наверное, конечно, лучше GeForce, там Nvidia кодировщик и так далее. Если ты вообще этим не задаешься вопросом, а чисто поиграть, то проще взять, конечно, помощнее тот же Radeon. Как вариант. Мне раньше у Radeon'ов нравилось то, что можно было Crossfire строить с разными видеокартами. А если ты делаешь, как у них, у этих-то слай в режиме у Nvidia, то у Nvidia должны быть только 2 одинаковые видеокарточки. Желательно вообще одной маркировки, там одной серии, там одной частоты. А может быть и в обратную сторону, как сейчас с машинами. В сентябре купил практически за лялик, сейчас меньше лялика 100 тысяч фиг купишь. Может быть, да, и такое. Тут вообще, говорят, тут такое, ну, типа, смотри, я не про это, я немного про другое. Как-то странно такая тенденция. Обычно товар выходит, на старте он дороже. Потом проходит там полгода или месяцев 8, ну, год условно. Вот как в случае с процессором. Он подешевел, ну, 6 тысяч подешевел там через 1,5 года. Ну, то есть я ничего не потерял. Я купил на старте, я доволен. Подешевел на 6 тысяч, ну ладно, подешевел. А в случае с видюхами тут фиг угадаешь. Тут она может не подешеветь, если начнет опять этот майнинг, гребаный майнинг, вот это все.
Блин, ну это вообще, я не знаю. Она наоборот не дешеветь будет, она дорожать. Процессор-то, смотри, AMD подорожали. Читал где-то статью в новостях, говорит, процессоры подорожали из-за того, что майнят на процессорах AMD-шных. Добрались, сволочи. Ну серьезно, ну слов нету. Ну заведи ты себе там, ну 3-4 для жития-бытия, хватит. А там показывают, там фермы реально, как раньше коровники стояли с коровками. Только теперь сейчас видеокарты там их сотнями там напиханы. Ёлы-палы. На халяву хотят заработать. Да только, блин, халявно. За ситуацию в мире с короной тоже бьет по цене вверх. Да, есть такое. Корону там, блин, бьет. Да еще сами эти предприниматели, они такие цены ломят. Я вот удивляюсь, честно, по жизни у нас как-то странно происходит. Казалось бы, праздник, ни в каком законе не написано, что на праздник я могу себе накрутить там на, условно, продукты. Хрен знает сколько процентов там. Допустим, условно, хлеб не за 30 рублей, а за 50 будут продавать. Это только у нас, по-моему, по России так. Как Новый год, так цены, блядь, продуктов. Куда они их там? Они что, из золота делают? Протирают, что ли, там? Я не знаю, какой-то пыльцой алмазной. Сейчас я, ребята, 2 минутки. Как какая-нибудь фигня, какой-нибудь спрос, так у нас цены растут. Ведь, по-моему, по закону нельзя, чтобы цены предприниматель завышал. Да пофигу, там барыга, не барыга. Может, они с барыгой в это... Рука руку моют. Давай ты мне продашь подороже, а мы потом разделим это все, да? Такие дебри. Все для людей. Сейчас, 2 минуточки. Да. Причем тоже, да, неясно со всей этой историей. Одни видеокарты подавай, и геймеры страдают, простые люди, которые хотят играть, довольствоваться, тоже страдают. Приставки покупать, нафиг они нужны, эти приставки? Ну, кому, каждому свое, может кто-то и с приставкой заморачиваться. 200 тысяч видеокарт какая-нибудь, или там 150, ёлы-палы, это представляете, какой компьютер может собрать мощный? Копию Леонида так. Короче, они там друг друга моют. Ой.
Раз попил, так упохилился. Блин, зачем я про салат говорил? А сижу, мне в голове салат. Тихо. Все, мы их всех обманули. Вот, это жрец. Стража! Их нет. Ага. И должно быть Мидон. Их там Он не мой. штук 7, наверное, бегает, их нет, говорит. Я знаю. Расскажи, почему. Это дело рук Хрисис. Я думал, он сделал это сам. Так он доказал свою верность. Зачем Хрисис заставила жреца отрезать себе язык? Мидон щедрый и заботливый. Пусть отвечает он, а не ты. Расскажи мне о спартанке с ребенком. Он может ответить только да или нет. Женщину из Спарты звали Мирин? А это не он. Это не тот жрец. Ты знаешь, куда она пошла? Говорят, с ней был ребенок. Ее дочь? Малышка была при смерти, когда она пришла. Алексис. Молился за нее. Ой, Кассандра. Ты спас ее? Нет? Он сделал все, что мог, но ребенок был тяжело ранен. Все жрецы спят со своими служанками. Я не служанка. У нас священная связь. Вот как. Ха, ясно. Я понял, зачем ты отрезал себе язык. Когда моя мать принесла дочь, вы бросили ее умирать. Хрисис боялась, что ты проболтаешься. Все было не так. Откуда тебе знать? Ты слишком молода. Он часто рассказывал мне, пока не лишился голоса. Он хотел спасти дитя. Сделал все, что мог. Во-во-во. Это важно. Я не верю. Мертва? Она не могла умереть. Не знаю, что еще сказать. Тебе повезло, что она прожила так долго. Раны были очень тяжелыми. Моя дочка. Моя дочка. Послушай, мы ничего не можем для тебя сделать. Тебе лучше уйти. Молись Гере. Мертвы. Они мертвы. А, она думала, что они мертвы. Он оплакивал участь этой спартанки, оказавшейся так далеко от дома, и ее дочь, покалеченную, чуть живую. Расскажи, прошу, я хочу знать. Даже Аполлон не спас бы дитя. Мидон рассказывал, как плакала ее мать. Держала дочь на руках и пела ей, прежде чем отпустить к богам. Хрисис забрала ее, так? И скрыла правду, лишив тебя голоса. Где Хрисис? Рядом есть алтарь. Люди приходят туда со своими больными детьми. Она отнесла ребенка туда. Ступай к статуе Аполлона Малиадского и найдешь Хрисис. Люди ищут здесь исцеление, но я вижу только смерть, отчаяние, жрецов без языков и детей на попечении сумасшедшей. Моя мать напрасно доверилась вам. Я разыщу Хрисис, и она заплатит за все.
А как же тогда, подожди, это выжило? Да благословит Гера твою семью. А-а-а. Почитатели родословны. В комнате Хрисис есть надпись «Чудовище Гера», хотя некоторые считают, что надпись оставил разгневанный последователь. Ходит слух, что Хрисис написала это сама, чтобы помнить о своей роли в служении культу. Всю жизнь она похищала детей, растила их как слуг ужасного культа. А когда-то она любила этих детей, но искра человечности в ней давно погасла. Вот так вот. Вот тебе и Хрисис. Вот она. И связанные задания. Угрожает вам вашей семье, всей Греции. Алексей знает, что его служителей нужно остановить любой ценой. Так, но это мне ничего абсолютно не говорит. Хрисис. Сейчас поищем, друзья, Хрисис. Урон от посохов. Это посох. Урон воина. Такой се. О. Хрисис нужна мне, чтобы отыскать мать. Надо найти алтарь Аполлона Малиадского. Алтарь Аполлона. Вот. В юго-восточной долине снов. О, а ты чё сюда залез-то? В юго-восточной части. Он находится к югу от военного лагеря Трезена. Военный лагерь Трезен, где он? Классно. Юго-восточный. Так, давай. Юг, восток. То есть где-то здесь. Приблизительно. Ту-ту-туру. Лучший охотник. О, тигр просто. Ладно, в Древней Греции львы. Хотя, кто его знает. Может, мигрировали. В леса вроде, тут рыси, вон Михалычи ходят. Михалыч, подожди. Да, это военный лагерь. Все как бы верно. Это алтарь Аполлона Малиадского. О. Давай, Михалыч, там. Отомсти за нас. Пошел в лагерь там разносить. Ух. Ту-ру-ту-ту. Это статуя Аполлона у алтаря. Но в этот раз Хрисис увидит не без защит. Все ясно. Предупреждение. Орла убили? Но это не Икар, да? Это какой-то некий другой орел.
Бабка, культ. Культ бабка, короче. Детей ворует. Местная яга. Они тогда, видимо, и сказали матери, что она погибла, хотя на самом деле она выжила. Вы все умрете здесь! Я ненавижу этих мечников. Просто орликины, акробаты. Ниндзя. Копье хорошо против них. Доступно. Что за снаряжение? Ну-ка, дай-ка я в магазин. Что там в магазине? Вот этот лук большой рог. %9 урона от лука с большого расстояния. Это вот какой-нибудь. Лазерный лук Абстерго. За убийство голову дети адреналина. Вот ни туда, ни сюда. У меня 200, а тут 250 либо 150. 15% крит урона. Это меч, копье, меч. А где он? Подожди, лук большой рог прибавляет, ты пишешь урон воина в 2 раза. А где? Тут урон охотника. И все. Ты слишком...
А это тот, кстати, который у озера. Наемник приходил, им помогал. Персидские военные ботинки. Вау. Вау, вау, вау. 10% воина, шанс крит удара при полном здоровье, 30 урона от крит удара при полном здоровье. Вот это ботинки. И что значит римские ботинки Эцио, да? Ну, то есть, вообще. Хотя тут урон убийцы. Круто. Так. Чтобы эти ботинки не потерять, надо их сохранять. Похоже, убийство это у вас семейное. О, хозяин орла. Не смей говорить про мой род, змея! Я помню, как твоя мать принесла сюда мое дитя. Мое дитя. Плачущее, слабое существо. Зная так... Ботинки вообще, да, бомба. Двое детей. Но теперь ты здесь. Вся семья в сборе. Моя мать поверила, что ребенок мертв. Он был мертв. О, как она рыдала, когда дитя затихло. Но я Гравировку на них нанести урон убийцы. на алтарь. Ну да. Молила всех богов о И пощаде. воин будет, и убийца. Вняли. Куда отправилась моя мать? Эта дрянь скрылась в Каринских холмах. Дрянь, говорит. Должен был привести ее назад ко мне. Но ей все равно не скрыться. Она родит нам еще детей. Что ты сделала с моей сестрой? Я спасла ей жизнь. Научила страдать. Чтобы познала боль и встречала ее как... Ну вот теперь понятно, почему наша сестренка такая. Теперь она заставит всю Грецию познать ту же боль. Ты пытала ее! Она была ребенком! Научила выживать. Мир жесток. Будь сильный или умри. Я дала ей силу. Ей силу кровь, по-моему, дала. Я убью тебя за всю боль, что ты причинила! Мир — это боль. Но Деймос с ней справится. Твоя мать визжала, как свинья на алтаре, моля богов о спасении. Я стала Деймос лучшей матерью, чем она. Могу и тебе стать матерью, хозяин орла. Речь не только о моей семье. Ты и твой культ хотите погубить Грецию. От вас одни страдания. Твои руки в крови. Ты угрожаешь мне и смеешь говорить о страданиях? Ты убийца. Совсем как твоя сестра. Я докажу тебе. Ну я-то стал убийца, а ты-то чего? Мой сын! Я докажу тебе, говорит. Твое дитя. Ну типа мы не убийца, мы наемник. Хрисис велела сделать подношение Гере, чтобы его спасти. Хрисис подожгла храм, пока мы с ним были внутри. Хрисис служит Гере, выполняет ее волю. Разве так должно быть? Твой сын чуть не сгорел заживо. И ты его спас. Хвала богам за это. Все хорошо. Мама здесь. По-моему, они все тут поехали. Не уверен, что стоило спасать дитя. Хрисис нужно остановить. Если верить словам Хрисис, моя мать думает, что сестра давно мертва. У меня достаточно сведений. Можно возвращаться в Афины к Аспасии. Нельзя отпускать Хрисис! Я убью ее!
Урон и запас здоровья увеличен. Так. Боги покинули нас. Вернись в Афины. Окей. Так. Способности. Тут у нас шанс критического удара всеми видами оружия на 10. Качаем. В Афины? А чё, мы Христис тогда оставим, что ли? Так, лады. Куда нам в Афины? Надо в Коринфию задание называть «Смерть настигнет каждого». Еще и шкатулку там предводителю надо отдать. Потом найдешь ее по лору игры. А, Хрисис эту. Да, конечно, найдем. Куда мы ее отпустим? Не только найдем. По ее булкам трухлявым надаем. Одно дело, мы наемником работаем, но мы убийцы, мы выживаем. Нас учат. А другое дело, она воспитывала. А тут что за чума какая-то? Спаси! Что-то говорит, спаси. Клёп, ты чего? Чего случилось, девочка? Слышно, да, вам? Приходит, плачет, что-то зовет куда-то. Чего случилось? Куда-то зовет. Бабушка на кухне, все. Кошка начинает ходить по квартире. Кого-то куда-то звать. Любит с ней, чтобы поговорили. Это кот у нас. Пофигу, завалится где-нибудь, спит. А эта дама прям такая... Поговорить со мной. Да? Любит ушами. О, Алексиус, Феба. вернулся. Я спешу, прости. Стой! Куда? Скоро приду. Встретимся у Аспасии. Как ты все-таки похожа на меня. Друзья, я знаю, вы злые. Любой был бы в ярости. Ведь есть те, кто прячется, вместо того, чтобы бороться. Что такое, знаете, все черно-белое. Перикл. Я вспомнил, мы же к этой ходили. Помните, на собрание. Ладненько. Ладненько, друзья. Да, будем на сегодня заканчивать. Пойду я, котлетами уже пахнет. Я не могу прямо сидеть и котлеты, и про салат думать, но это вообще не дело. Ребят, давайте, да, будем прощаться. Сегодня, возможно, встретимся. Возможно, вечером. Вот. Если разраб даст игру, будет хорошо. Если нет, наверное, Darkest Dungeons добьем, пройдем. Вот и так далее. Давайте, спасибо всем, кто заходил. Добра вам, здоровья, не болейте. Хорошего продолжения дня, меньше, Да, чем больше, чем. взаимно. Хорошего вам тоже дня, друзья. Чтобы он прошел, скажем так, продуктивно. Вот. Давайте, не будем, да, долго затягивать. Всем добра, всем удачи, не болейте. И пока.